Всех приветствую на нашем канале. Сегодня я готовлю нами любимый вьетнамский суп фо бо. Когда мы были во Вьетнаме, мы каждый день его пробовали, причем в разных местах. Очень вкусный. Так, первым делом нужно поставить варить мясо, бульон. Это все, что нам нужно будет для бульона. Сейчас я жду, вода закипит, и я все это закину. Мясо нужно обязательно на кости. Бульон должен быть наваристый. Также кусочки мякоти. Я беру 2 луковицы. У меня где-то литра 3 воды будет. Имбирь. Хороший такой шматочек. Я его не чищу. Просто помыла. Потому что после варки бульона мы его удалим. Кориандр. Можно и горошком кинуть. Можно уже молотый. Несколько звездочек аниса. Корица. И тоже несколько штучек гвоздики. Это мы все сразу отправляем при варке бульона. Мясо полностью сварилось. Теперь я его вытаскиваю. Мне нужно остудить мясо. Но некоторые охлаждают в холодной воде. Я этого делать не буду. У меня есть время. Поэтому я его остужу. Мясо вытащили. Бульон процеживаем. Чтобы у нас был чистенький бульон. Без специй, без лука, без ничего. Заранее делаю чесночно-перечную заправку. Все нарезала и заливаю столовым уксусом 9%. Оставлю на ночь, чтобы все пропиталось. Это традиционная вьетнамская приправа. Она во многих кафе и ресторанах подается. Нарезаю лук перьями. Нарезаю кинзу. В классических рецептах везде показано, что еще добавляют листья мяты и зеленый базилик. Но если честно, сколько мы фо бо ели, ни разу мы не почувствовали там ни мяты, ни базилика. Бывает, какую-то траву не добавляют, но у нее нету ярко выраженного вкуса. Поэтому я это ничего не добавляю. Лук режу не поперек, а вдоль, чтобы получились тоненькие перья. Мясо хорошо остудила. И нарезаю его тонкими слайсами. Нарезается оно всегда охлажденным. Мясо подается всегда охлажденным, но заливается горячим бульоном. Если для вас это критично, можно будет подогреть в микроволновке. Бульона у меня 3 литра. На эти 3 литра добавляю 4 столовые ложки рыбного вьетнамского без него никак. Но имейте в виду, что он очень соленый. То есть после этого сейчас мы попробуем на соль. Добавлять ее или нет. Досаливаю. И самый главный ингредиент азиатской кухни — это глютамат натрия, усилитель вкуса. Без него никак азиаты обойтись не могут. Ложу совсем чуть-чуть. Все, бульон у нас полностью готов. Сейчас я его еще не процедила, обязательно процежу. И при подаче бульон должен обязательно быть прям горячим, потому что мясо охлажденное. Если лапшу сварили заранее, она тоже может быть охлажденной, поэтому заливать будем только прям практически кипящим бульоном. Лапша нужна рисовая обязательно и плоская, не круглая.
Готовить ее надо варить согласно инструкции, потому что где-то написано просто замочить в кипятке, где-то проварить 3 минуты. То есть все будет зависеть от того, какая лапша у вас. У меня варка 3 минуты. Вода закипела. У нас уже пришли гости, так что на заднем плане будут голоса. Проростки. Вьетнамцы используют соевые проростки. У нас нету, поэтому маш. Во Вьетнаме суп фобо подается в очень больших чашках, где-то на 800 мл на литр. Прямо на экране вставлю отрывочки видео, как мы во Вьетнаме кушали супчики фобо и как они выглядят. Все и заливаю горячим бульоном. Можно подать вот так. Можно подать и вот так. Также можно полить лимончиком. Всем приятного аппетита, готовьте, не пожалеете. Всем удачи и пока.